Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления печенья грибочки. Грибочки, печенье я еще пеку со школьных лет. Рецепт нам рассказали на уроках труда, поэтому это рецепт, проверенный годами. Вот такие замечательные грибочки у нас получатся. И с ними очень всегда приятно ходить в гости. Для приготовления грибочков нам понадобится 200 грамм сливочного масла, 2 стакана сахарного песка, 2 яичка, 200 грамм сметаны, соль-разрыхлитель, 800 грамм муки. Для украшения нам понадобится 200 грамм шоколадки и сахарная пудра. В дежу миксера добавляем слегка растопленное сливочное масло. Два стакана сахарного песка, 200 грамм сметаны, одно яичко, после того, как у нас все перемешается миксером, мы будем добавлять муку. Муку мы будем добавлять постепенно. Всю муку мы добавлять не будем, а оставим ее для того, чтобы потом замесить руками. Так, миксером мы перемешали все это. Получилась такая однородная масса. Мука у нас не до конца вся израсходована. Мы будем сейчас ее замешивать и смотреть по консистенции, сколько она у нас должна быть, чтобы получилось не сильно мягкое тесто, но такое среднее. Так, добавляем сюда соль и перемешиваем. Так как мы будем формировать грибочки, мы добавим еще сюда муки. Тесто у нас еще маленечко легковато. В данном случае просеивать муку не нужно, потому что здесь это тесто будет песочное, и мука добавляется непосредственно сразу в тесто. Так, ну вот, добились нужного результата. Оно у нас такое получилось мягкое, эластичное. Так, ну и тесто не должно приставать к рукам. Все. Для формирования наших грибочков нам понадобится вот такой коврик кондитерский. Все наше тесто мы перекладываем на этот коврик. И его вот так вот маленечко будем обжимать, чтобы оно у нас равномерно распределило всю нашу муку. Так, вот мы ее сформировали. Оно хорошо отстает от рук. Вот такой комочек теста. Теперь его надо на часочек поместить в холодное место. Для этого мы его накроем пищевой пленкой. Пищевой пленкой. И вот в таком виде отправим на холод. Итак, тесто наше охладилось. Оно стало таким холодненьким. Мы его освобождаем от пленки. И наша задача теперь его разделить на две половины.
Ну, так примерно. Половина у нас уйдет на приготовление ножек, вторая половина уйдет на приготовление шляпок. Начнем с ножек. Тесто нам надо раскатать, ну, наверное, сантиметров 1,5. Так, сантиметра 1,5, не тоньше, чтобы ножки наши были не тоненькие. Так, и нарезаем на полоски. Тесто песочное, оно хорошо поддается всяким изменениям, хорошо режется, хорошо формируется. Из этого теста можно очень много чего приготовить. Но сегодня готовим грибочки. Так, ну вот, а теперь руками примерно разделяем на ножки. Вот такие. Они могут быть разные. Это будет более естественные наши грибочки. Находим в лесу, они все разные. Потом посчитаем все наши ножки, и чтобы примерно придерживаться к такому же количеству приготовления шляпок. Ну, соответственно, сколько ножек, столько шляпок нам надо будет приготовить. Ну вот теперь берем и формируем ножку руками. Она у нас может быть вот такая вот полукруглая. Внизу вот с одной стороны делаем ее вот так вот пошире маленечко. Вот. Здесь поуже, которая пойдет в шляпку у нас. Ну вот такая симпатичная ножка получилась. Ну еще раз покажу одну. Так, вот так вот руками мы ее сначала обкатываем, ну а потом мастерим как из пластилина. Вот такая вот, на одном конце она потолще, такая грибная ножка. Вот, и кончик узенький. Вот таких ножек мы сейчас приготовим из всего нашего количества теста. Так, вот из второй половины теста мы будем формировать шляпки. Для этого мы опять раскатаем наш кусочек. Раскатывать будем также не тоненько, сантиметра даже по 2 можно оставить толщиной. Так, и теперь нам надо, ну вот сантиметра 2 толщиной. И теперь мы нарежем это все теперь на квадратики. Не надо бояться, что они будут у нас неровными. Наша задача в другом. Просто, чтобы у нас образовались, ну, примерно одинаковые маленькие кусочки теста, из которых мы потом сформируем наши шляпки. Так. Ну вот, квадратики получились. Ну а теперь берем любой квадратик. Так, мы его сначала сформируем, чтобы когда у нас оно запекалось, у нас не было разрывов в тесте. Вот, и когда оно у нас будет такое ровненькое, гладенькое, вот наша шляпочка, мы внизу, как у шляпки, сделаем такие остренькие конечки с одной стороны. Вот получилась наша шляпка. Так, и для того, чтобы потом нам соединить ножкой, мы сейчас берем кусочек бумажки. Вот так вот его мнем и вот сюда в дырочку образовавшую вот эту бумажечку оставляем. Вот. Это создаст у нас место для будущей нашей ножки. И вот таких вот шляпок мы сейчас изготовим из оставшегося нашего теста.
Ну вот, из такого количества у нас получилось 24 шляпки и 24 ножки. Теперь мы будем это все выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 10-15, зависит от духовки. Испеклись наши ножки, шляпки. И теперь мы будем брать нашу шляпку, каждую, и вынимать оттуда нашу бумажечку, которую мы пергаментную туда брали. Вот как раз у нас осталось место для будущей нашей ножки. Ну вот сейчас отделим все бумажечки от шляпок. Так, 1 белок и 200 грамм сахарной пудры нам надо взбить. Взбили белок, наш 1 белок и 200 грамм сахарной пудры. У нас вот такая вот получилась белая глазурь. Теперь наша задача в каждую шляпку соединить с ножкой. Но чтобы они у нас склеились, мы будем ножку окунать в белок не полностью. Пока не полностью, пока наша задача соединить ножку со шляпкой. То есть вот то, что наша дырочка получилась от бумаги. Ну вот так ее соединяем. Можно даже вот, ну, впритык до шляпки. Но смотреть, чтобы она не сломалась. Вот. И вот так вот мы их будем оставлять, пока они у нас не склеятся. Так, вот таким образом мы соединим все ножки с нашими шляпками. Ну, вот если, например, ножка у нас широковата, мы подберем ту, которой она подойдет. Потому что некоторая ножка, ну, будем смотреть, что какой вот это подходит. По размерам будем подбирать. Вот так вот у нас получаются грибочки. Так, для глазури мы растопим на огне плитку шоколада, кусочек сливочного масла, чтобы у нас шляпки блестели, и 2 столовые ложечки молочка я добавила. Все, разогреем. Приготовили глазурь из шоколада. И теперь мы будем каждый наш грибочек, за ножку придерживая, окунать шляпку и красить. Так, ну вот, таким образом. Ну, вот каждый грибочек вот так вот окунаем. И вот он у нас такой уже красивый начинает становиться. Растопленный шоколад. Глазурь наша подсохла на шляпках. Шляпки наши уже готовы. Теперь мы будем делать ножки, украшать ножки. Для этого вот мы приготовили нашу глазурь белую, взбитая сахарная пудра с песком, и приготовили мак. Вот. Ну а теперь мы делаем ножку белой. Мы вот берем ножку, помещаем в глазурь и ложечкой аккуратненько так начинаем ее подкрашивать. Потому что глазурь наша густая, и чтобы она равномерно распределилась и была не сильно вот такая толстенькая, мы вот ее, можно даже вот внутри шляпки ее промазать. Хотя шляпка у нас такая загорелая вот получилась. И, в принципе, даже похоже на грибок, поэтому достаточно даже вот ножки. Да, следующие грибочки достаточно будем только ножку украшать. Вот, и берем вот так в макалку ее, макаем грибочки. Посмотрите, какая прелесть получилась. Красотуля. И вот так делаем с каждым грибком, только теперь мы его будем переворачивать кверху ножкой, чтобы она у нас тоже застыла. И опять оставляем все это подсыхать. Как только у нас подсохнет, наши грибочки будут готовы.